Пианист, который давал по 280 концертов каждый год по всему земному шару, а сейчас находится в кольце санкций и бойкотов. Российская суперзвезда, чьи руки называли «Сибирским экспрессом». Денис Мацуев – пианист, который несколько раз публично поддержал Путина и назвал действия России миротворческими. Его поддержка политики Путина и военной агрессии на территории соседнего государства стоила ему отмены на лучших сценах Европы и США. В этом видео мы разберем, переживает ли он крах своей мировой империи, сознательно ли была эта жертва или все-таки вынужденная. У нас много Мацуевых? Нет. И он будет народный, и я буду народный. Здрасте, приехал. Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. И кажется, шансов пройти мимо музыки у него просто не было. Семья потомственных музыкантов. Отец Леонид Викторович – композитор и пианист, писавший музыку для местных иркутских театров. А мать Ирина Дмитриевна – преподаватель фортепиано. Дед играл на перкуссии в цирковом оркестре, а бабушка Вера Альбертовна владела сразу несколькими инструментами и стала его первым учителем. Денис буквально вырос за кулисами Иркутского драматического театра, впитывая этот специфический запах грима и декораций. Но это не совсем типичная история про замученного вундеркинда, которого часами силой удерживали за инструментом. В Иркутске Денис учился в средней школе номер 11 имени Маяковского и школе искусств. Сам Мацуев ненавидел заниматься музыкой, и потому он занимался не больше 2 часов в день. Его истинной страстью был уличный спорт. Мацуев был абсолютным лидером своего двора. Староста, капитан дворовой футбольной команды. Зимой он сам заливал каток, чтобы рубиться в хоккей. Из-за этой уличной жизни он много раз ломал руки и пальцы. Кошмар для любого музыканта. Но сибирский характер ковался именно там. При этом у Дениса был феноменальный слух. По воспоминаниям его родителей, в 3 года он подошел к фортепиано и без труда подобрал на слух мелодию прогноза погоды из программы «Время». Это Манчестер-Ливерпуль, такая знаменитая тема. Помните программа «Время», погоду анонсировала? Вот именно с этой мелодией. Рам-пам-пам, парам-пам-пам, вот это. Потому что я никогда не занимался по 10 часов, мне никогда не водили за ручку в школу, потому что я считался вундеркиндом дома и в школе. Он стал настоящим королем среди девчонок, потому что мог сходу снять на слух и сыграть любой хит Modern Talking, также Бонни М или заставки из советских фильмов. В качестве музыкального хулиганства он может подобрать даже самые современные треки и сейчас. Например, на шоу отмененного в России Ивана Урганта он на слух исполнил мотив песни Моргенштерна «Кадиллак», хотя до этого момента, по его признанию, даже не знал, кто он такой. Интересно, что даже серьезные классические произведения Мацуев часто начинает учить не с нот, а именно по слуху, чтобы сначала полностью погрузиться в мир конкретного произведения, а уже потом подходить к техническим задачам. Все изменилось в 1990 году. В Иркутск приехала Иветта Воронова, основательница межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», которая искала талантливых детей по всей России. В день прослушивания у Дениса был финал важного футбольного турнира. Идти в филармонию он категорически не хотел. В итоге компромисс был найден. В перерыве между матчами взмыленный капитан команды в грязных джинсах и майке
прибежал на сцену филармонии. Он сел за рояль, на одном дыхании выдал прелюдию Рахманинова и мощную джазовую импровизацию, после чего сорвался обратно доигрывать матч. Воронова была поражена и сразу пригласила в Москву. Это был билет в другую реальность. Но Денис категорически отказывался покидать Иркутск, устраивая родителям грандиозные скандалы. И тогда мать нашла единственный работающий аргумент. Она сказала: «Денис, в Москве ты сможешь вживую ходить на матчи своего любимого «Спартака». И против этого сибирский фанат футбола устоять не мог. Перебрались в Москву, я этого не хотел делать. Я хотел оставаться в своей квартире, спать на своей перине. Но мама сказала очень хорошую фразу, которая меня полностью убедила в том, что нужно ехать. Она сказала: «Ты что, не хочешь смотреть матчи своего любимого «Спартака» вживую на стадионе?» Я сказал: «Едем», и с этого все началось. Переезд в Москву вместе с семьей состоялся в 1991 году, сразу после августовского путча. Но переезд в столицу в разваливающейся стране – это был огромный риск. И здесь случился настоящий семейный подвиг. Чтобы Денис мог учиться в Центральной музыкальной школе ЦМШ, его бабушка Вера Альбертовна совершила невероятное. Обладая уникальной для советского времени бизнес-жилкой, она втайне от родителей Дениса продала одну из своих кооперативных квартир в Иркутске. Сумма по тем временам была фантастическая. В источниках упоминаются суммы в 14, 16 до 20 тысяч долларов. Именно эти деньги стали тем бюджетом, на который семья смогла выжить в Москве. И она спасла тогда, потому что ехали в неизвестность, неизвестно куда. И первое время мы жили на эти деньги, мы снимали квартиру и потом уже продали. И так что вся, так сказать, империя, вся команда под названием «Семья» работала на меня. Отец Мацуева оставил свою успешную карьеру в Иркутске и устроился простым аккомпаниатором в районный дом пионеров. Вся семья работала как единая индустрия ради будущего Дениса. Они сняли однокомнатную квартиру на проспекте маршала Жукова. ЦМШ тогда временно находилась в криминальном районе около площади Карбышева. Местная шпана регулярно избивала интеллигентных музыкантов. И тут Мацуеву снова помогло его дворовое прошлое. Вместо того, чтобы прятаться, он сколотил из музыкантов футбольную команду и предложил местным пацанам решать все конфликты на поле. Так Денис выступил в роли дипломата и миротворца, завоевав уважение на районе. У меня с детства это было, я всегда мирил всех. Я был старостой двора и всегда хотел, чтобы все конфликты решились вот в такой переговорной истории. Или, так сказать, договориться, скажем так. И потом, как правило, когда с кем-то ссорились, то после этого становились лучшими друзьями на самом деле. Ожидаемо в 1991 году он стал лауреатом Международного благотворительного общественного фонда «Новые имена», благодаря чему посетил с концертами множество стран. Кстати, кто не знает, первые деньги на эту программу в 1989 году фонду пожертвовал американский пианист Вен Клайберн. На данный момент, благодаря деятельности фонда, поддержку получили более 15 тысяч юных российских талантов. Среди них более 4 тысяч стали стипендиатами фонда. И теперь, с 2008 года уже, им руководит сам Мацуев. Но вернемся в его юношеские годы. И, конечно же, я не могу без моей семьи новых имен, которую организовала выдающаяся женщина Ивета Николаевна Воронова, которая меня, собственно говоря, тогда и нашла в Иркутске. И теперь наша команда новых имен из года в год мы объезжаем больше 30 регионов нашей страны, где ищем новые искорки, как она нас называла, кисками. В 1994 году он поступил в Московскую государственную консерваторию. Его учителями были Насеткин и Доренский. Он продолжал выступать в программах фонда «Новые имена», которые вел на то время Святослав Белза, опекавший юного музыканта. В 90-е юные русские музыканты объездили более 40 стран. Они выступали в таких местах, которые сегодня кажутся недосягаемыми.
В Букингемском дворце и Сент-Джеймском дворце они играли перед британской королевской семьей. Денис до сих пор вспоминает, как они, совсем молодые ребята, пили джин-тоник с королевой-матерью Елизаветой Боус-Лайон, которая оказалась невероятно милой женщиной с потрясающим чувством юмора. А Иветта Воронова, ставшая для Дениса второй мамой, лично обучала их этикету. Но, пожалуй, самый фантастический эпизод тех дипломатических гастролей произошел в 1993 году в Брюсселе. Стипендиаты новых имен приехали с концертом прямо в штаб-квартиру НАТО. Русские дети не просто дали концерт, их расселили жить в семьях высокопоставленных генералов Альянса. Мацуев вспоминает, как военные буквально плакали, слушая классическую музыку. Тогдашний генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер был настолько очарован, что принял участие в традиционном ритуале фонда – зажжении семейного очага из специальной чаши. Газеты писали: «Русские завоевали НАТО». Сегодня такая картина кажется сюжетом из параллельной вселенной. На что Вернер с улыбкой еще и добавил, мол, мы не против такого завоевания. Юные музыканты тогда даже не до конца осознавали масштаб личностей, перед которыми выступали, воспринимая это как очередную интересную поездку в рамках новых имен. Эти выступления были частью важной дипломатической миссии – знакомства Запада с новой Россией через талантливых детей. Пианист вспоминает, что в те годы они выступали даже в Ватикане перед Папой Римским. Сам он с иронией отмечает, что несмотря на отсутствие в то время глубоких знаний английского языка, общение проходило легко, на слух, а королевская семья принимала их очень тепло. 1998 год. Год проведения 11-го международного конкурса имени Чайковского, главного музыкального состязания планеты на то время. Связь Мацуева с Доренским – это отдельная драма. На первых этапах профессор Доренский пытался обуздать слишком бурный сибирский темперамент Дениса, который обожал запредельные темпы и оглушительное форте. Так, на конкурсе Доренский, по воспоминаниям Мацуева, наставлял его, мол, ну чё ты, не гони, все-таки ты на конкурсе Чайковского и надо оставаться в рамках. Но перед финалом ситуация накалилась. Родители Дениса паниковали. Соперники играли мощно, академично, безупречно. Мацуев должен был исполнять сложнейший и эффектный концерт Листа. Он позвонил Доренскому, мол, сыграть потише, поаккуратнее, чтобы соответствовать канонам, но Доренский же дал ему карт-бланш на полную свободу. Мацуеву была присуждена первая премия. Говоря об этом конкурсе Чайковского, в связке с Мацуевым часто вспоминается имя другого пианиста Алексея Султанова. Уникальной энергетики пианист и, конечно, музыкантские его дарования, они были, на мой взгляд, один из ярчайших представителей русской фортепианной школы, который закончил консерваторию у Льва Наумова. Также он потом выиграл конкурс Клиберна в Америке, жил там и давал концерты. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. К сожалению, очень рано ушел из жизни. Я могу сказать, что я большой поклонник его творчества. Султанов был пианистом уникальной, сногсшибательной энергетики, выдающимся выпускником Московской консерватории по классу Льва Наумова. В 1989 году он с триумфом выиграл престижнейший международный конкурс имени Клайберна в Америке. Переехал туда, собирал полные залы. Но судьба Султанова – это трагическое напоминание о том, насколько жестоким может быть мир большой музыки,
На конкурсе Чайковского в 1998 году Султанов тоже принимал участие. Жюри же парадоксальным образом даже не допустило его до финального тура, что вызвало грандиозный скандал и шок у публики и прессы. Председатель жюри, композитор Андрей Эшпай, объявляя итоги второго тура, сказал, что, цитирую, «ему стыдно за то, что Алексей Султанов не прошел в финал». Этот удар подкосил музыканта. Через 3 года у него случился ряд тяжелейших инсультов, приведших к параличу левой стороны тела и слепоте левого глаза. До последнего он пытался играть одной рукой. Партии левой исполняла для него его жена. Султанов ушел из жизни очень рано, в 35 лет, в 2005 году. Сам Денис, став впоследствии председателем жюри конкурса Чайковского в 2019 году, признавался, что это было самое тяжелое решение в его жизни. Помня драмы прошлого, он говорил, что судить искусство – это не спор, тут нет точных секунд, и он всегда старался голосовать не баллами, а сердцем. В пианистическом сообществе, социальных сетях и профильных блогах, включая фан-сообщество Султанова, циркулируют следующие конспирологические теории и домыслы. Главная и самая популярная теория гласит, что результаты конкурса 1998 года были предопределены заранее. На тот момент Мацуев был студентом Доренского, крайне влиятельного педагога Московской консерватории, чьи ученики регулярно побеждали на крупных смотрах. Согласно слухам, Доренский и лояльные ему члены жюри якобы сделали все возможное, чтобы расчистить дорогу Мацуеву. Алексей Султанов к 1998 году уже был сложившейся звездой и обладателем колоссальной фан-базы. Его мощная стихийная и индивидуальная манера игры, его называли демоном за роялем, гарантировала бы ему безоговорочное первое место, если бы он попал в финал. Потому утверждают, что жюри намеренно слило Султанова после второго тура, поставив ему незаслуженно низкие баллы, чтобы исключить любую конкуренцию для Мацуева, которого двигали на золото. Есть и цитаты доказательства тех лет. Так, в интернете, например, в музыкальных блогах Live Journal, до сих пор перепечатывают и обсуждают полумифические диалоги из кулуаров конкурса 1998 года. Любители заговоров часто цитируют якобы имевший место разговор, где Мацуев спросил у своего профессора: «Замочить?» Видимо, мол, Султанова. На что Доренский якобы ответил: «Фиг с тобою, мочи». Разумеется, никаких реальных аудиозаписей или подтверждений этого диалога не существует. Однако в среде недоброжелателей Мацуева эта фраза стала крылатой. Итак, когда Алексея не пропустили в финал, для него это стало глубочайшим психологическим ударом и колоссальным стрессом. Подкосило его веру в справедливость. Следовательно, в глазах радикально настроенных критиков Мацуев и его окружение, мол, косвенно виновны в гибели пианиста. Официальная и профессиональная версия критиков далека от теории убийства, мол, решение это было продиктовано академическим консерватизмом жюри. Профессура старой закалки сочла интерпретации Султанова слишком эксцентричными, вольными и неформатными для строгих канонов конкурса Чайковского. Мацуев, видимо, был гораздо форматнее. Получив мировую славу, Мацуев не остался жить на Западе. Напротив, важнейшей частью его жизни стало то, что он называет своим долгом. После ухода из жизни Иветты Вороновой
Денис Леонидович возглавил, как я уже упоминала ранее, благотворительный фонд «Новые имена», став его президентом. Сегодня это огромная машина по поиску талантов. В рамках программы «Новые имена» регионам России смотры проходят более чем в 20 городах ежегодно. Куда бы Мацуев ни приезжал гастролями, за ним следует десант профессоров столичных консерваторий. Они ищут искорок, юных самородков. Фонд берет их под опеку, выплачивает стипендии, покупает баснословно дорогие инструменты, организует летнюю творческую школу. Мацуев с гордостью говорит, любое известное сегодня имя русского музыканта, его поколения или младше, это выходец из новых имен. Мацуев стремится продвинуть филармоническое искусство во всех регионах России и сформировать в молодежи интерес к музыке. И для достижения данных целей он руководит многими благотворительными программами, стараясь уделить свое внимание всем регионам страны. Проводят детские и юношеские музыкальные конкурсы, фестивали, также такие, как «Звезды на Байкале» и «Крещендо». Вы только вдумайтесь в эти цифры. 260, а иногда и 280 концертов в год. Это уже не просто график, это целый марафон на выживание. Сам Мацуев признается, сцена для него это легальный допинг, без которого он физически не может существовать. Не знаю, как сейчас, но он являлся и арт-директором фонда имени Сергея Рахманинова. В этом качестве он обратился к Путину с просьбой выкупить и вернуть в собственность государства швейцарское имение Рахманинова «Синар» для устройства в нем Международного культурного центра. И в Министерство культуры действительно поступило распоряжение президента Владимира Путина о приобретении швейцарского имения Рахманинова в российскую собственность. Об этом газете «Известия» рассказал министр культуры Владимир Мединский. Самое главное – это сохранить Синар, потому что Синар – это, я считаю, что это достояние России в какой-то мере. И я уверен, что есть разные пути и возможности выкупить Синар и сделать там музей. Главное, чтобы Синар не пошел с молотка, и чтобы его не разделили, как в «12 стульев», не дай бог, потому что там все рукописи, там все его письма, там все его, так сказать, все наследие его практически там. Последним владельцем имения был внук композитора, основатель и президент фонда имени Рахманинова Александр Рахманинов, скончавшийся в 2012 году. Согласно его завещанию, права на имение и все предметы интерьера, а также архив, рояль и личные вещи композитора должны были перейти фонду, который после смерти Александра Рахманинова возглавила его вдова Наталья. Короче говоря, в итоге имение не купили. Сначала процесс затормозился из-за разногласий между наследниками и высокой стоимости объекта. А в 2016 году Министерство культуры Российской Федерации объявило, что проект окончательно заморожен из-за введения международных санкций и сложной структуры владения. И, скажу даже больше, швейцарский фонд Рахманинова исключил Мацуева из своего консультативного совета, на что российский актер Сергей Безруков назвал это решение вопиющей глупостью, учитывая вклад Мацуева в популяризацию наследия композитора. С 2014 года Мацуев запустил уникальную личную акцию «Рояльное движение». Пианист заметил страшную вещь. В региональных школах педагоги получают копейки, а дети вынуждены учиться на разбитых, рассохшихся советских пианино. За счет госпрограмм и нацпроектов Мацуев начал пробивать поставки первоклассных инструментов в регионы. Кроме того, к слову, он закупает и лично дарит рояли победителям своего детского конкурса Grand Piano Competition. В родном Иркутске в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» фонд «Новые имена» также приобретали инструменты для одаренных детей. Ко всему прочему, Мацуев выступал с инициативой возрождения полноценного фортепиано-строения в России, называя в качестве потенциальных площадок для производства Москву, Казань и Иркутск. Когда вор-карманник выходит с концерта Мацуева и говорит: «Боже мой, какие руки, какие пальцы!
а такой ерундой занимается. Говорит. Вот, поэтому я этой ерундой буду дальше продолжать заниматься. Как-то вас спросили, является ли клуб классических музыкантов закрытым. И вот ваш ответ. Нет. Но попасть в него чрезвычайно сложно. В этом мире, как и во многих других профессиональных сообществах, все очень коррумпировано. Присутствуют разные кланы, национальные, сексуальные. Никто не скрывает, что раньше правили бал еврейская и голубая мафия. Раньше горовицы спрашивали, как можно стать известным пианистом. Он отвечал, надо быть или голубым, или евреем, поскольку я и тот, и другой, я гений. А дальше вы говорите, а я и не тот, и не другой, благодаря судьбе и родителям, я благодарю судьбу и родителям за то, что правильно ориентирован в жизни. Я понимаю, что нас меньшинство. Вы и сейчас придерживаетесь вот того, что там высказано? Ну, это гениальный ответ Владимира Самойловича Горовица, на мой взгляд. Который... Я имею в виду ваша оценка. Абсолютно. Ну, по поводу национальности я бы так не говорил, что я не принадлежу, потому что в моем роду были и евреи, и эстонцы, и немцы, и поляки, и русские. Но то, что я правильно ориентирован, вы правильно... Ну, вот понятно. Это, но вот вы говорите то, что... о мафии некой. Вы знаете, вот это существовало последние лет 20. В мире действительно были кланы, да, они и сейчас существуют, но, к сожалению, сейчас все переросло в эти деньги, которые все решают. Потому что если раньше у многих была возможность, помимо этих кланов, была возможность, если у тебя была победа на международном конкурсе, у тебя был шанс пробиться на международную сцену, на международную эстраду, в хорошем смысле этого слова. Сейчас этих возможностей практически нет. Да, есть, формально есть международные конкурсы, которые еще действительно остались знаменитыми, такие как конкурс Елизаветы в Брюсселе, конкурс Вана Клиберна в Америке, конкурс Шопена в Варшаве. Надеюсь, что и конкурс Чайковского в скорейшем времени приблизится к той репутации, которая у него была. Когда-то, да. Когда-то, в 1958 году. Когда-то мы где-то в Питере сидим, и меня деятели культуры попросили сыграть. Но я выдающийся музыкант. Я начал двумя пальцами играть. А Денис так подходил, только я выхожу, он сразу ко мне, он сразу почувствовал почерк большого мастера. Он говорит, Владимир Владимирович, это вы Мурку играли? Я сознался, я. Общественный вес Мацуева неизбежно привел его в высшие эшелоны российской власти. Еще в 2006 году он вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Постепенно он стал одним из главных доверенных лиц Владимира Путина. В 2014 году, во время событий вокруг Крыма, Министерство культуры Российской Федерации опубликовало открытое письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента. Подпись Мацуева стояла среди первых. Он поддержал аннексию Крыма. Эта позиция Мацуева стала причиной протестов общественности против его гастрольных выступлений в США. Пианист тогда заявил так, цитирую, «Никто нас не сможет поссорить», имелось в виду с Украиной. «Ни о какой войне и речи идти не может. Речь идет об исключительно миротворческой миссии». Конец цитаты. В ходе президентских выборов 2018 года он был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Владимира Путина. В этом же 2018 он был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Собянина. А в январе 2020-го Денис Мацуев делает еще один серьезный политический шаг. Он входит в рабочую группу из 75 человек по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации вместе с Захаром Прилепиным, Валентиной Терешковой и Еленой Исенбаевой. Мацуев совместно с Валерием Гергиевым, Юрием Башметом, Александром Калягиным и Михаилом Петровским стал автором поправки, закрепившей статус культуры России как уникального наследия, которое поддерживается и охраняется государством. Мацуев утверждал, что это обеспечит бережную защиту культурного кода страны.
И 21 марта 2020 года на телевидении был показан видеоролик, в котором Мацуев агитирует за поправки Конституции России. Долг государства – обеспечить развитие нашей культуры, а поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода. Мацуев Денис Леонидович, народный артист Российской Федерации, солист Московской государственной академической филармонии. Никогда еще концерт Чайковского не звучал так коротко. В целом, политика всегда шла рука об руку с его гастрольной жизнью. Мацуев умел находить общий язык с самыми разными и жесткими лидерами. Он с теплотой вспоминает свое знакомство в Красноярске с легендарным губернатором генералом Александром Лебедем. Тот после концерта, подошел к пианисту и удивленно спросил, нет ли у Дениса генеральских корней, отметив, цитирую, «Странно, глаза те же, походка та же и полное соединение с роялем». Конец цитаты. Однако после 24 февраля 2022 года эта тесная связь с Кремлем и многолетняя публичная поддержка Путина обошлась Мацуеву на Западе очень дорого. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, мировая музыкальная индустрия потребовала от артистов четкой позиции. Мацуев от прямых антивоенных заявлений отказался. 25 февраля 2022 года Мацуев должен был выступать с Венским филармоническим оркестром под руководством Валерия Гергиева в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Однако накануне концерта было объявлено о прекращении сотрудничества с обоими музыкантами в связи с поддержкой ими политики Владимира Путина. Европа и США для него закрылись. Помимо прямой отмены и бойкота концертов на ведущих мировых площадках, процесс отмены Дениса Мацуева со стороны мирового сообщества носит разнообразный, системный, институциональный, юридический и репутационный характер. Так, основные рычаги – это юридические санкции и уголовное преследование. Мацуев внесен в официальные санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны Украины за открытую многолетнюю поддержку политики Кремля, включая подпись под письмом в поддержку аннексии Крыма и одобрение военных действий. Санкции включают блокировку всех активов, запрет на въезд в страну и лишение государственных наград Украины, если таковые имелись. Мацуев фигурирует в украинских негосударственных и полуофициальных базах данных, таких как «Миротворец», например, как лицо, угрожающее национальной безопасности. Украинская сторона регулярно передает эти списки западным партнерам для синхронизации санкций. Еще один рычаг – это крупнейшие международные музыкальные агентства и звукозаписывающие лейблы, которые расторгли или заморозили контакты с пианистом, лишив его возможности легально организовывать коммерческие туры на Западе. Мацуев много лет носил престижное международное звание посла доброй воли ЮНЕСКО. В результате его деятельность в рамках международных институций фактически полностью свергнута. Его также перестали приглашать в качестве судьи, председателя жюри или почетного гостя на престижных европейских и американских конкурсах пианистов. Закончены и совместные проекты его фонда «Новые имена» с европейскими музыкальными академиями, которые раньше позволяли вывозить одаренных российских детей на фестивали в Европу. Теперь все. В зарубежной профильной прессе и критике имя Мацуева сместилось из категории «выдающийся интерпретатор Рахманинова» в категорию «политически ангажированный артист» или, как его называют в ряде украинских СМИ, «путинист»
и культурный спецназ. Сейчас логистика гастролей Мацуева кардинально развернулась на восток, в сторону стран так называемого глобального юга. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мацуев совершает мощнейший рывок по Китаю. Там сейчас настоящий филармонический бум. Построено около 200 новых современных залов. И в Шанхае билеты на его 5-часовой марафон из всех концертов Рахманинова раскупали за один день. Публика же вела себя как на рок-концерте. Фанаты буквально приподнимали машину пианиста, из-за чего к нему даже приставили 2 охранников. За один такой вечер Мацуев, по его словам, терял по 3 килограмма веса, исполняя по 6 бисов в каждом городе. Около 70 миллионов, кто-то считал, но это действительно так. Это политическая идея этой страны, потому что помимо спорта, культура, а именно, если быть точным, пианисты, это, так сказать, просто национальная визитная карточка культуры Китая. Огромное количество музыкальных школ. К сожалению, очень много русских педагогов, которые преподают там, которым платят в 30-40 раз больше, чем в наших музыкальных школах. Цифры, которые вы приводите, не устарели. Наш преподаватель музыки получает 5000 рублей, а там $2000. Да, примерно такая же пропорция. Плюс-минус она может варьироваться, но без слез нельзя на это смотреть. Как отметил специальный представитель президента Михаил Швыдкой, цитирую, «Япония сегодня редкое исключение, где нет запрета на русскую культуру». Объединенные Арабские Эмираты, Дубай в частности, пианист периодически дает сольные концерты на престижной площадке Дубай-Опера. Ну а в 2026-м Мацуев стал и хедлайнером официального открытия глобального проекта «Русские сезоны» в Таиланде, выступив в Бангкоке сольно и в сопровождении Королевского симфонического оркестра. Оказавшись в изоляции от западного мира, Мацуев перенес акцент и на развитие регионов России. Он беспрерывно колесит по стране. Москва и Санкт-Петербург – это базовые площадки, где он играет сольные концерты и выступает с оркестрами Валерия Гергиева и Владимира Спивакова. Зал Чайковского, Большой зал консерватории, Зарядье, Дом музыки, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония. В Москве он также проводит и свой конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Кстати, почему конкурс назван на английском? Ведь с 1 марта 2026 года в России действуют новые законодательные требования, касающиеся использования иностранных языков. И отказываются же от всего нерусского, от англицизмов, штрафы там, административная ответственность. Что это такое? Непорядок. Но о конкурсе немного позже. Но не думайте, что музыкальный мир единодушно только и делает, что аплодирует Мацуеву. О нет, помимо санкций и отмен, внутри академического сообщества Денис Леонидович также фигура спорная. Например, пианистка Элисо Версаладзе никогда не скрывала своего скепсиса к его стилю. Да и в целом музыканты старой школы упрекают Мацуева в атлетизме. Его называют сибирским лесорубом за то, что скорость и грохот у него порой выходят на первый план, затмевая глубину и тишину. А критики пишут, он играет Рахманинова так, будто сдает нормы ГТО. Этот агрессивный напор, по мнению критиков, портит вкус подрастающего поколения, которое начинает думать, что крутой пианист – это тот, кто сильнее ударит по клавишам. Главная претензия академических музыкантов старой школы к Мацуеву – это его избыточное увлечение силой, скоростью и внешней эффектностью в ущерб глубине и звуковой палитре. Его исполнительский стиль часто называют атлетическим или спортивным.
Насмотревшись на то, как Мацуев ломает рояли под овации стадионов, новое поколение начинает копировать этот агрессивный стиль, забывая о культуре звука, тишине, пиано и тонкой педализации. Профессиональное сообщество часто упрекает Дениса и в излишней театральности на сцене. Все вот эти вот бурные взмахи руками, запрокидывание головы. Для приверженцев строгой немецкой и советской академических школ это выглядит как элемент шоу-бизнеса, недопустимый в серьезной классике. Мацуев этим закрепил за собой ироничные прозвища «Лесоруб» или «Тракторист». Музыковеды отмечают, что увлечение Мацуева джазом и его привычка подбирать все на слух сыграли с ним злую шутку. В его классическом исполнении иногда проскальзывает тяжелый, синкопированный джазовый удар, туше, который стилистически чужд авторам XIX века. Как вы понимаете, критика после 2022 года в адрес Мацуева окончательно перестала быть только музыкальной. Жесткое осуждение он получил и со стороны уехавших и западных музыкантов. Музыканты, занявшие жесткую антивоенную позицию, открыто или косвенно критикуют его за то, что он использует свой международный авторитет для легитимизации политики российских властей. Ему вменяют в вину, что, будучи членом президентских советов и подписывая письма, он фактически стал лицом государственной пропаганды, как и Гергиев. Украинские же музыканты и официальные лица постоянно ведут последовательную кампанию против Мацуева. Они заявляют, что артист, который публично называл действия России миротворческими, не имеет права исполнять великую гуманистическую классику на европейских сценах, так как его концерты – это инструмент воюющего государства. Ну а внутри страны музыкальный истеблишмент, напротив, сплотился вокруг Мацуева, представляя его жертвой несправедливых нападок. Близкий друг Мацуева, который сам оказался в точно такой же ситуации, полной отмены на Западе, Гергиев, всегда подчеркивал, что требования западных институтов покаяться и осудить войну – это, мол, шантаж и вмешательство в личную свободу художника. Знаменитый саксофонист Игорь Бутман открыто называл отмену концертов Мацуева и Гергиева в Европе, цитирую, большим ударом по самой Европе. По его мнению, Запад, отказываясь от музыкантов такого масштаба, наказывает в первую очередь своих собственных слушателей и разрушает мировую культуру. Сергей Безруков также активно вступался за Мацуева, называя, например, его исключение из швейцарского фонда Рахманинова, как я уже говорила, вопиющей глупостью. Безруков заявлял, что вклад Мацуева в популяризацию русской музыки и наследия Рахманинова огромен, и пытаться вычеркнуть его из международных советов из-за политики – это, мол, абсурд. Немного про его главные столпы вдохновения и любимых авторов, которые также помогут раскрыть его личность. Если у Мацуева есть музыкальный бог, то это Рахманинов. Связь пианиста с этим композитором носит почти мистический характер. Мацуев даже когда-то произнес знаковую фразу: «Без Рахманинова мы все были бы сиротами». На мой взгляд, Рахманинов, и это действительно так, наравне с Чайковским один из самых исполняемых русских композиторов в мире, а второй или третий концерт дает абсолютную гарантию аншлага в любой точке мира. Действительно, это уникальный композитор, фантастический человек, гениальная личность, и композитор, и пианист, и дирижер. Петр Ильич Чайковский – главный композитор в его судьбе благодаря «Триумфу» 1998 года. Мацуев считает его музыку эталоном русской душевности и включает его произведения практически в каждый свой гастрольный цикл. Ференц Лист – виртуоз, рок-звезда XIX века.
Лист близок Мацуеву скорее по духу и техническому размаху. Именно его вторым концертом Мацуев и сносил залы на финале конкурса Чайковского. Бетховен и Шопен – это авторы, к которым Мацуев относится с огромным пиететом, хотя именно за Шопена его чаще всего и критикует академическое сообщество, требуя большей камерности и интимности вместо спортивного размаха. Музыка Бахмутова, я считаю, что это своеобразный Рахманинов наших дней. Ее мелодизм, он не может пройти мимо любого человека абсолютно. Из рэперов вам нравится? Нет, ну вот Оксимирон, кстати говоря, он замечательный. Это интеллектуал, и, на мой взгляд, чувство импровизации у него потрясающее. А вы с ним лично не знакомы? Нет, нет. Вы много же кого знаете? Нет, ну я с удовольствием пригласил бы его, может быть, на какой-нибудь фестивале, может быть, сделать что-то. Почему нет? Я не исключаю этой возможности, потому что видно, что это талант, видно, что он обладает спонтанностью. Не просто реакции многое обладают людей, а именно талантливо вот все вот это придумать. Ингрия будет свободной. Главная страсть вне музыки – это футбольный клуб «Спартак». Мацуев – преданный болельщик со стажем, не пропускающий матчи. Футбол для него – это мощнейшая разрядка. Он черпает вдохновение в спортивном азарте, в атмосфере стадиона. Саму игру на рояле он часто сравнивает со спортом высших достижений. Та же концентрация, те же перегрузки, та же необходимость выдать максимум лишь здесь и сейчас. Здесь четко нужно понимать, кому-то надо играть гаммы, кому-то не надо играть гаммы. Кому-то нужно просто час сидеть тихо и медленно одну фразу. Понимаете, как Рихтер говорил, я вот учу страницу, пока я ее не выучу, к следующей я не... Кто-то может ее выучить за 5 минут, а кто-то за 3 часа. Это же нужно точно понимать, кому сколько нужно заниматься. Это искусство педагога. Здесь талант включается педагогически в первую очередь, потому что один талант ребенка, он сам ничего не сделает. Его международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Это один из самых престижных и масштабных российских конкурсов для академических пианистов в возрасте до 16 лет. Он был создан в 2016 году и успел стать своеобразной детской версией международного конкурса имени Чайковского. Мацуев – главный идеолог, инициатор создания и неизменный художественный руководитель конкурса. По сути, это его личное авторское детище. Роль Мацуева здесь ключевая и выражается в нескольких правилах. Во-первых, главная фишка конкурса, придуманная Мацуевым, заключается в том, что все 15, по-моему, участников, прошедшие предварительный видеоотбор, допускаются до обоих туров – и сольного, и оркестрового. Никого не отсеивают после первого этапа. Дети не получают психологическую травму и имеют возможность играть с крупнейшими оркестрами и дирижерами. Во-вторых, традиционно главным призом гран-при конкурса являлся акустический рояль премиум-класса от Yamaha. Однако в 2024 году из-за ухода бренда из России возникли логистические сложности. Мацуев лично спас ситуацию и объявил в интервью, что в качестве гран-при отдаст свой собственный рояль. В-третьих, Мацуев не просто раздает премии, он забирает лауреатов в свою команду, привлекает их к программам фонда «Новые имена», приглашает выступать на своих взрослых фестивалях «Крещендо» и «Звезды на Байкале» и буквально продвигает их на сцене. Так конкурс превратился в настоящую фабрику. Почти все, кто завоевывал награды на этом конкурсе, сегодня являются лидерами нового поколения российской фортепианной школы. Так Александр Малафеев сразу стал знаменитостью после конкурса. Сегодня он выступает с ведущими оркестрами мира от Филадельфии до Ла-Скала и считается одним из самых ярких молодых виртуозов планеты. Также Иван Бессонов, Ева Геворгян, Александра Довгань, которая активно гастролирует по всей Европе и собирает аншлаги. Лев Бакиров и Кирилл Роговой – новейшие бриллианты, которые разделили главный приз на последнем на данный момент очном состязании. Проведение детского конкурса такого масштаба с огромными денежными призами, арендой большого зала консерватории и зала Чайковского, привлечением Государственного оркестра России требует колоссальных бюджетов. Финансирование конкурса является государственно-частным.
Официальными учредителями и организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации и Московская государственная академическая филармония. Государство выделяет субсидии и гранты на проведение мероприятия. Важнейшим же финансовым плечом проекта выступают крупные российские корпоративные структуры. Ключевым долгосрочным спонсором конкурса является благотворительный фонд «Лукойл». Именно на средства частных благотворителей формируются премиальные фонды для участников. Оплачивается логистика, проживание и специальные призы. Ну а также привлекаются средства личных меценатов из окружения Дениса Мацуева. Мацуев осознанно и глубоко интегрировался в систему. Он дважды публично поддержал Владимира Путина, вошел в Совет по культуре при президенте, стал одним из главных лиц, готовивших поправки в Конституцию России, и открыто продвигал тезисы, защищающие культурную и политическую изоляцию. А когда началась война, он назвал действия России миротворческими, выбрав сторону Кремля в самый критический момент современной истории. Плата за этот выбор, сами видите, тотальный бан. Разрыв международных связей его фонда «Новые имена» – это не просто отмена концертов, это смерть его глобальной репутации. Раньше совместные проекты фонда с европейскими музыкальными академиями и престижными институциями позволяли Мацуеву регулярно вывозить одаренных российских детей на фестивали и мастер-классы в Европу и США. На международных площадках он выступал как защитник будущего классической музыки, что давало ему безупречный гуманитарный статус. Теперь же все, эти связи полностью свернуты. Западные институции отказались сотрудничать с фондом. Ну а из категории выдающийся интерпретатор, представитель русской фортепианной школы и великий филантроп в зарубежной прессе, имя Мацуева навсегда сместилось в категорию политически ангажированный артист, путинист. Мировые стриминговые платформы Apple Music, Spotify и международные музыкальные лейблы не продвигают больше его новые записи. Его просто перестали замечать как часть глобальной индустрии, оставив за рамками мирового контекста. Сам Мацуев, похоже, принял эти правила игры. И теперь его маршруты пролегают между Суздалем, Челябинском, Иркутском и гастролями на глобальном юге, в Китае и редких исключениях вроде Японии. Он сохранил и сумасшедшие гонорары. Внутри страны он по-прежнему национальное достояние, собирающее аншлаги. Однако для музыканта, который привык дышать кислородом мировых сцен, подобная потеря возможности интегрироваться в мировую культуру – это цивилизационный тупик. И не только для него самого, как артиста, но и для его подопечных молодых российских пианистов, если они пойдут по его пути. В конечном счете Денис Мацуев сделал свой выбор, он променял мировое признание на концерты в Москве и в регионах, ну и близость к трону. Сегодня его фамилия в мировых афишах – это уже не гарантия аншлага, а повод для очередных протестов и пикетов. И все это после подписи под одобрением катастрофы. Мацуев выбрал свою сторону истории. Стоило ли это полная изоляция? И что останется от его наследия, когда политические лозунги поблекнут? Жду ваши яростные аргументы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий разбор. Всем пока!